Всем привет! Сегодня приготовим торт 3 стакана. Приготовление настолько простое и быстрое, что с ним справится каждый. Торт получается необычайно нежным и шоколадным. В миску разбиваем одно яйцо. Насыпаем щепотку соли. Немного взбиваем. Сюда же постепенно насыпаем 1 стакан сахара. Взбиваем яйцо с сахаром примерно 2-3 минуты. Объем стакана должен быть 200 мл. В эту массу наливаем 60 грамм растопленного, но не горячего сливочного масла. Все перемешиваем. Берем 1 стакан кефира и насыпаем в него 1 чайную ложку соды. Все перемешиваем. Масса начнет увеличиваться в объеме. Все сразу же выливаем в миску к яичной смеси. Опять перемешиваем до однородности. В тесто просеиваем через сито 20 грамм какао, это 2 столовые ложки. Сюда же просеиваем через сито 1 стакан муки. Муку добавляем не всю сразу, а в 3-4 подхода, каждый раз перемешивая до однородности. Готовое тесто выкладываем в форму для выпечки, дно которой застелено пергаментной бумагой. Диаметр формы 18 см. Тесто равномерно распределяем по форме. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Выпекаем примерно 50 минут. Готовность бисквита обязательно проверяйте деревянной палочкой. Она должна выйти сухой. Бисквит испекся, оставляем его остывать. Остывший бисквит достаем из формы. Аккуратно проходимся ножом вокруг и снимаем кольцо. Снимаем низ формы и убираем пергаментную бумагу. Бисквит разрезаем на 2 одинаковых коржа и верхушку. Верхняя часть бисквита нам тоже понадобится. Готовим крем. Берем 500 мл сметаны жирностью 20% или больше и насыпаем в нее 100 грамм сахарной пудры и 5 грамм ванильного сахара. Все перемешиваем венчиком. Чтобы сметана стала более густой, я добавляю 1 пачку загустителя для сливок и сметаны, рассчитанную на 250 мл сметаны. Если не добавлять загуститель, то сметану нужно брать минимум 25% и выше. Также, чтобы загустить сметану, ее можно за несколько часов перед приготовлением крема оставить отвешиваться в марле. Складываем торт. На дно блюда ставим кулинарное кольцо. Ставим ацетатную пленку. И кладем первый корж. Вместо ацетатной пленки можно использовать пергаментную бумагу. Сжимаем кольцо до размера бисквита. На первый корж выкладываем половину крема. Равномерно его распределяем. Накрываем вторым коржом. Выливаем весь оставшийся крем. Также равномерно его распределяем. Берем верхушку торта, ломаем и кладем в измельчитель. Все измельчаем в крошку. Всю шоколадную крошку равномерно высыпаем на торт сверху. Немного утрамбовываем ее ложкой. Так торт будет лучше нарезаться и не крошиться. Форму накрываем пищевой пленкой. Торт ставим в холодильник настояться минимум на 2 часа. Я поставила на ночь. Торт настоялся. Убираем кулинарное кольцо и снимаем ацетатную пленку. Торт готов, можно подавать на стол. Торт получился очень нежным и вкусным. В нем идеально сочетается насыщенный шоколадный бисквит и нежный сметанный крем. Торт изумительно вкусный и прекрасно подходит для любого праздника. Обязательно его приготовьте, это совсем не сложно.
Также у меня на канале есть и другие варианты легких тортов. Некоторые из них я покажу в этом видео. Вторым приготовим торт Choco Pie. Сочные шоколадные коржи и нежное сладкое облачко внутри. Что может быть вкуснее? Сначала приготовим бисквит. В миску разбиваем 2 яйца. Насыпаем 150 грамм сахара. Добавляем щепотку соли. Все взбиваем до однородности примерно 2 минуты. Плотная пена в этом рецепте не нужна, достаточно просто хорошо перемешать ингредиенты. В эту массу наливаем 120 мл молока комнатной температуры. Немного перемешиваем. Наливаем 60 грамм растительного масла без запаха. Опять перемешиваем. В сито насыпаем 150 грамм муки и 40 грамм какао. Просеиваем все через сито сразу в тесто. Сначала просеиваем примерно половину муки с какао и сюда же насыпаем 4 грамма пищевой соды. Перемешиваем. Просеиваем остальную часть сухой смеси, снова перемешиваем. В перемешанное тесто наливаем 1 чайную ложку 9% уксуса. Все перемешиваем. В самом конце наливаем в тесто 100 мл кипятка и опять перемешиваем. Тесто получается жидким. В форму, застеленную пергаментной бумагой, выливаем все тесто. Форма должна быть такая, чтобы жидкое тесто через нее не выливалось. Диаметр моей формы 21 см. Все ставим в духовку, разогретую до 160 градусов, режим вверх плюс низ. Выпекаем примерно 35-40 минут. Готовность бисквита проверяем деревянной палочкой, она должна выйти сухая. Готовый бисквит оставляем остывать. Уже остывший бисквит достаем из формы. Разрезаем его на 2 примерно одинаковые части. Готовим крем. В мисочку насыпаем 10 грамм желатина и наливаем 45 мл воды комнатной температуры. Все перемешиваем и оставляем набухать желатин примерно на 10-15 минут. Когда набух желатин, продолжаем готовить крем дальше. Разогреваем его в микроволновке примерно по 10 секунд, каждый раз перемешивая. Немного позже, перед применением, его нужно будет еще раз разогреть примерно до 60 градусов, а пока его просто оставляем. В сотейник наливаем 65 мл воды и насыпаем 110 грамм сахара. Сюда же добавляем щепотку лимонной кислоты. Все ставим на огонь. Варим на огне чуть меньше среднего. Сироп нужно довести до температуры 118 градусов. Пока варится сироп, в миску наливаем 70 грамм белков. Добавляем щепотку соли. Начинаем взбивать белки в тот момент, когда температура сиропа достигнет 100 градусов и он будет кипеть. Сюда же насыпаем 4 грамма ванильного сахара. Белки взбиваем до плотной воздушной пены. Как только все белки взбились, перестаем их взбивать и ждем, пока температура сиропа достигнет 118 градусов. При достижении 118 градусов сироп еще прозрачный, но начинает немного желтеть. Нужно не упустить этот момент и снять сироп. Сразу же продолжаем взбивать белки и наливаем готовый сироп тонкой струйкой, при этом постоянно взбивая миксером. Взбиваем примерно 3 минуты. Растопленный желатин уже частично остыл, его нужно подогреть примерно до 50-60 градусов. Добавляем его в крем небольшими порциями и взбиваем еще примерно 2 минуты, пока вся масса немного не остынет. Собираем торт. Кладем нижний корж и ставим кулинарное кольцо. Между кольцом и коржом вставляем ацетатную пленку. Все сжимаем до размера бисквита.
На корж выкладываем весь приготовленный крем. Делать это нужно достаточно быстро, чтобы крем не успел загустеть. Крем выравниваем ложкой, чтобы не было пустот. Сверху кладем второй корж. Хорошо прижимаем его к крему. Торт накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник стабилизироваться на 3-4 часа. Торт застыл, снимаем кольцо и ацетатную пленку. Торт переставляем на блюдо. Готовим глазурь. В мисочку ломаем 200 грамм темного шоколада. Кладем 40 грамм сливочного масла. И наливаем 30 грамм рафинированного растительного масла без запаха. В сотейник наливаем немного воды. И сверху ставим мисочку с шоколадом. Миска не должна касаться воды. Топим шоколад на паровой бане. Постоянно периодически перемешиваем. Будьте внимательны, чтобы в шоколад не попала вода и он не перегрелся, иначе может свернуться. Растопленную шоколадную глазурь выливаем на торт сверху. Глазурь получается достаточно густая, поэтому помогаем лопаткой распределить ее по верху и по бокам торта. Торт ставим в холодильник застывать примерно на 1 час. Торт готов. При желании вокруг торта можно убрать лишний шоколад и переставить его на другое блюдо. Так получится более аккуратно. Торт Choco Pie получился красивым в разрезе и очень вкусным. Насыщенные шоколадные бисквиты и легкий как облачко крем просто тают во рту. Обязательно приготовьте такой торт, он вам точно понравится. Если вам понравился такой рецепт торта, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.